перед нами распакованный транспорт Джереми О'Брайен. Это военный корабль, поэтому судном его называть я в дальнейшем не буду. Обычно пароходы Либерти изображают в белом цвете. Вот вы видели, у меня есть некоторый опыт работы с белыми кораблями. Вот наш Джереми. А это краска. На схеме указаны цвета. Вот белый, черный, кокосовый, темно-коричневый, темно-серый и такой светлый хайсгрей. И в последнем цветом я уже работал, мне показалось, что вот модель Аляски. Посмотрите, она была покрашена не очень правильно. Поэтому я решил, что корпусные надстройки будут белыми, а палуба вот такая серая. Для днища я выбрал немного более яркий цвет. Рассет. Ну, вы его уже знаете, просто коричневого кокоса не было, откровенно говоря, в магазине. Да, а вот винт будет металлический. Сразу скажу, я собой недоволен, модель у меня получилась не очень. Я перемудрил в процессе окраски, сделал несколько ошибок, а о них я расскажу и покажу, ну, чтобы вы тоже не ошибались. А я освобождаю детали от лишних перемычек и остатков литья. Так будет легче красить. Оставляю по одной перемычке. Я про это часто рассказываю. А это носовая часть палубы. А это заусенцы на краях носовой части палубы, которые надо бы убрать с помощью наждачной бумаги. Вообще все части надо аккуратно зачищать. Я не показываю этого, чтобы, видео было побыстрее. Кормовая часть палубы. А это надстройка. Палуба у нас будет темно-серая. И я покрашу вот эти плоскости. Я далее освобождаю от литника 4 шлюпки. Их я буду красить отдельно. На их бортах тоже заусенцы. Буду убирать с помощью наждачной бумаги. Вот так. У корабля большое количество разнообразных мостиков. И их палуба тоже будет темно-серой. Несмотря на мои усилия с палубой, эти части прилегают к корпусу и друг к другу неплотно. Вот здесь большая недоработка самого трампетера. И моя вина в появлении щелей тоже присутствует. Надо было слушать своих подписчиков, которые часто говорят. Дело в том, что, погнавшись за внешним реализмом, я выбрал еще и неверную краску. Это не модельный акрил, а универсальную белую краску для работы в помещениях. В дальнейшем расскажу. Обращаю внимание сразу на последнюю 18-ю страницу инструкции. Тут требуется склеить верхнюю с нижней части корпуса. Но это неправильно. Покажу почему. Кстати, если вы заметили, у О'Брайена в комплекте почему-то нет подставки. Я расстилаю клеенку для покрасочных работ. И чтобы не улетало, фиксирую малярным скотчем. А это двухсторонний скотч. В тот день был сильный ветер, чтобы детали вообще не улетели. Сначала днище, шлюпки, перо руля буду красить. И вот так вот фиксирую на этом двустороннем скотче. Красятся они в темно-красный. Вот, я показываю снова рассет. С этим цветом всегда все хорошо, ложится почти идеально. Надо следить только, чтобы не было потеков, потому что он немного жидкий. Вот так, так и вот так. И я демонстрирую сначала корпус. Вот постоит пока. И окрашенный перо руля. Окрашенные шлюпки. Да, все отлично легло, и еще одна полоса скотча. А на ней будут зафиксированы детали надстроек и часть палубы. Вот таким вот образом я их зафиксировал, никуда не улетают. А вот так они уже окрашены, в темно-серый. Теперь я их переверну обратной стороной и буду красить с этой стороны в белый цвет. Вот так. Мне казалось, что я выбрал интересную краску, ведь транспорта в серии Liberty было сделано очень и очень много. Эксплуатация всегда шла в жестких условиях. Это шторма, налет авиации, атаки кораблей, оси, особенно подводных лодок. Транспортники получали массу повреждений. Их залатывали как могли быстро и некачественно, и снова в рейс. Я выбрал краску с мощной фактурой, такой грубую, чтобы это должно было выглядеть на корпусе Liberty как настоящее.
Когда разную краску кладут часто несколькими слоями на грубо заваренные швы, такую краску я нашел в хозяйственном магазине, в супермаркете. Сейчас показываю, как красил детали, борта. А вот тут я собираюсь сделать ватерлинию. В оригинале у этих кораблей она была довольно широкой. Для чего я накладываю модельный скотч шириной в 5 мм. Он нужен исключительно для разметки. Я сейчас покажу, как именно он используется. Большинство из вас это, правда, и без меня знают. Вот эта лента никогда не подводит, всегда ложится отлично и не портит краску. Обычным малярным скотчем, который почти у всех есть дома, пользоваться не рекомендую. Клеится он плохо, а вот краску сдирает очень хорошо. Следующим действием в стык тонкой ленте будет наклеена широкая белая лента из того же набора, из того же материала. Тут у меня тоже не возникло никаких проблем, скотч этот лег отлично, показываю вам как. Итак, демонстрирую нижнюю часть корпуса, удаляю верхнюю неширокую ленту и кистью наношу черную краску. У меня получается очень ровный трафарет шириной ровно 5 мм. Тут все идеально получилось, показываю результат. Снимаю защитный модельный скотч. Ну и прихожу к выводу, что сделано почти идеально. Вот такой выступ краски нашелся один. Его можно убрать тонкой кистью. Корпус будет склеен вот таким вот образом. Показываю. И возвращаюсь к тому, что склеивать корпус лучше сразу, а не в конце работы, иначе вы просто не сумеете эффективно прижать его к нижней половине. Вот я наношу клей, соединять буду обе части. В принципе, вот получилось очень хорошо. Ни щелей, ни размазанной краски, как это обычно по бортам бывает. И вот на этом мои успехи и закончились. И начались косяки. Далее страница 4. Установка носовой и кормовой частей палубы. Корпус был полностью готов к этой установке, все прошло вполне штатно, но носовая часть стала некорректно. Есть проблемы с формой литья, про это я уже говорил. Вот я прижимаю кормовую часть и носовую. Вроде у меня все хорошо получилось, а на самом деле нет. А далее докраска шлюпок. Цвет светлого дерева тен наносится внутри лодок. Да, собственно, вот уже все 4 готовы. Теперь корабельный винт. Я показываю эту деталь. Вот она. И насаживаю на зубочистку. Так удобнее красить. Я про это неоднократно рассказывал. Цвет темный или оружейный металлик. Вот. Наносится быстро. Он мне пригодится и для окраски 20-37 миллиметровых орудий ПВО для военного транспорта. Вот я это делаю, они мелкие такие. У Liberty была всего одна 102-миллиметровая здоровенная пушка, а это якоря. У Liberty таковых 2. А вот цвет красный кармин. Им я буду красить внутреннюю поверхность воздухозаборных вентиляционных труб, которых на корабле просто масса. Они разного диаметра и разной высоты. Вот так внутри они прокрашиваются. А вот перед нами 5-я страница. Я показываю, что буду делать. Вот на палубу будут установлены небольшие надстройки. Вот тут. Сначала я их склею. Как всегда, перед началом работы с очередным листом я раскладываю все детали на их места, чтобы убедиться в их комплектности, что ни одна не потерялась и я ничего не забыл. А вот 4 кучи деталей. Из них будут собраны лебедки. Процесс сбора первый я покажу подробно. Вообще их будет ровно 10. Вот так вот эти части. Обратите внимание. Раз лебедка, 2 лебедка. Вот 10 лебедок. Я уже показывал это гнезда для артиллерии, их 2. Собираются одним движением, тут все просто. Вот еще 2 лебедки другой формы.
Ну и после этого время установки этих деталей на палубу. А сейчас я расскажу подробно о своей ошибке, о моей первой ошибке. Как я говорил, именно эти детали у Трампетера некачественно прилегают. Вот, пожалуйста. И я не обратил внимания сразу, а потом было уже поздно. Мне надо было воспользоваться шпатлевкой, как говорят мои подписчики. Итак, вот детали 5-й страницы. Я начинаю их установку с носа корабля. И вот, тут вы хорошо можете видеть мою вторую ошибку, что с краской я перемудрил. В погоне за максимально реалистичным эффектом неоднократно битого и крашеного корабля я выбрал, пожалуй, слишком грубую краску. И мелкие детали от этого визуально пострадали. Слой краски оказался слишком грубым и толстым для масштаба 1 к 350. Ну, возможно, танк КВ-2 масштаба 1 к 32 выглядел бы с ней идеально, но вот не в нашем случае. А вы не повторяйте мои ошибки, лучше сначала поэкспериментируйте на обратной стороне той же палубы или на лишних деталях модели, которых всегда много остается, особенно у уважаемого Трампетера. А я продолжаю установку лебедок. Ну и я недоволен разницей между фактурами палубы и деталей на ней, то есть вот этих лебедок. Ну вот, здесь вы можете это отлично видеть. Плюс еще эта неудачная щель между плитами палубы. В общем, у меня всегда много идей, и не все они оказываются хорошими. К примеру, вот краска авианосца Ark Royal, ну вы видите эту дурацкую щель. Так вот, краска авианосца Ark Royal, о которой я планирую сделать следующее видео, краска удалась отлично, а эту краску я выбирал в строительном супермаркете, такую, чтобы она 100% попадала в оригинальный цвет корпуса и палубы этого авианосца. Ну, я надеюсь, что потом вы это оцените, а пока я устанавливаю вентиляционные трубы. Вот с правого борта 2, а слева почему-то всего одна. Так, вот здесь еще пара лебедок. И еще пара труб, заборников вытяжной вентиляции. Воздухан на морском жаргоне, или воздуханный. На корме еще одна катушка лебедки и пару воздуханов. Вот видите, да, грубовато. Грубовато. Не то я сделал. А перед нами будет открыта 6-я страница. И тут основная работа вот с такими вот, с позволения сказать, воротами. Хотя это, конечно, люки, но они очень большие. Это входы в грузовые трюмы. Те трюмы, в которых Liberty привез из Америки победу, как говорят в США. Я собираю эти короба. И вот эти две металлические подставки, основания для якорей. Ну а потом собранные короба надо устанавливать на палубу Джереми О'Брайена. И лист номер 6 на этом будет завершен. Ну, собственно, заканчивается на этом и наша первая серия про транспорт типа Liberty по имени Джереми О'Брайен, названный в честь капитана американского корабля времени Американской войны за независимость. А я обещаю вам выход второй серии через 10 дней. До скорой встречи. С вами был ваш Артезан Мороз.